Привет, друзья! Представляем вам сложную подборку вопросов на различные темы. Тест состоит из 10 вопросов. Проверьте свои знания, ответив на все вопросы. Где находится Момбаса? Момбаса является главным туристическим центром Кении. Этот город расположен на восточном побережье Кении и омывается водами Индийского океана, поэтому пляжи Момбаса очень популярны. Момбаса был создан еще в XVI веке и находился под властью португальцев, арабов и англичан. Культура Момбаса по-прежнему отражает прошлое этого города. Торговая культура Момбаса нашла свое отражение в таких исторических местах, как португальский форт, старый город, а также в многочисленных зданиях португальской и исламской архитектуры. Как называется граница между водоемами с разными составами? Галоклин – это сильная разница в солености между слоями вод. Слои воды разной солености как будто разделены пленкой. В каждом слое своя флора и фауна. Чтобы возник галоклин, один массив воды должен быть солонее другого в 5 раз. В этом случае физические законы будут мешать водам смешиваться. Любой может увидеть галоклин в стакане, налив туда слой пресной и слой соленой воды. А теперь представьте вертикальный галоклин, возникающий при столкновении двух морей, в одном из которых процент соли раз в 5 выше, чем в другом. Граница будет вертикальной. Самый высокий волейболист в мире. Самый высокий волейболист в мире – это Вутичай Суксала, спортсмен из Таиланда. Этот волейболист обладает ростом в 222 сантиметра. Однако, этот волейболист малоизвестен в мире, поэтому официально первое место самого высокого волейболиста во всех официальных источниках занимает Дмитрий Мусерский. Также он никогда не играл за национальную сборную и выступает в низшей лиге. Оттенок какого цвета называется кардинал? Кардинал – яркий оттенок красного, названный так от того, что в него были окрашены рясы кардиналов. Кардинальная птица также получила свое название от кардинальных епископов. Первое зарегистрированное использование кардинала в качестве названия цвета в английском языке было в 1698 году. В какой стране находится древний город Петра? Петра – древний город, высеченный в скалах. Он расположен в Иордании, стране, большую часть которой занимают пустыни. Старинный город Петра относится к новым чудесам света, а также входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Петра заброшена уже многие сотни лет, но тысячелетия назад он процветал. Это был крупный торговый узел, расположенный прямо на пересечении дорог, по которым шелк, специи и благовония перевозили из Индии в Аравию, Африку, Египет и обратно. Это позволяло местным жителям купаться в золоте. С развитием технологий появились морские торговые пути, а Петра потерял свое стратегическое значение и остался брошенным на произвол судьбы и скрытым в песках. Так он стал затерянным городом. У какого животного зеленоватый окрас меха? Зеленым мехом может похвастаться ленивец. Животное проживает в Южной и Центральной Америке, предпочитает леса с тропическим климатом. Большую часть жизни оно проводит на деревьях, причем долгое время остается на одном стволе, медленно поедая листья, фрукты и прочие плоды. Ленивец имеет зеленоватый окрас за счет водорослей, растущих внутри его меха. Во время дождей растение начинает расти интенсивнее,
из-за чего становится еще заметнее на животном. Водоросли позволяют ленивцу скрываться в листве и прятаться от хищников. Также в меху у зверя могут расти грибы, защищающие его от бактерий. Как называется рыба, которая породила легенды о морских змеях? Существует множество легенд о морских чудищах, которые топили корабли и поедали моряков. Среди них была легенда о морском змее, который имел лошадиную голову с огненной рыжей гривой. Такая рыба называется сельдяной король. Она имеет лентовидную форму тела, как ремень для штанов, с маленькой головой и ртом. Спинной плавник начинается над глазом и заканчивается на кончике хвоста. Плавник приблизительно состоит из 300 мягких лучей, 15 из которых на голове сильно удлинены, образуя на голове ирокез, как у панка. Вот именно эти лучи с длинным спинным плавником ярко-красного цвета моряки и рыбаки принимали за огненную гриву лошади. Самый крупный зарегистрированный экземпляр достигал 11 метров и 272 килограмма. Самое большое озеро в Европе? Самое большое в Европе пресное озеро – это Ладожское, его объем составляет 838 квадратных километра. Находится Ладожское озеро на границе между Республикой Карелия и Ленинградской областью. Благодаря речному соединению Ладожское озеро образует единую водную систему с озерами Ильмень и Онежским. На озере есть около 660 островов. Ладожское озеро имеет высокую степень прозрачности водной глади. Самое высокое, в центре озера, в ясную погоду до 4,5 метра просматривается глубина воды. Также здесь начисляется около 53 видов рыб. Зачем в Древнем Египте некоторые слуги обмазывали себя медом? В Египте были весьма оригинальные методы борьбы с насекомыми. Так, фараоны имели при дворе специальных слуг, которых обмазывали медом. Такие слуги должны были привлекать комаров и мух. Делалось это для того, чтобы насекомые не досаждали фараонам и не мешали им отдыхать. Сколько человек насчитывает армия Ватикана? Армия Ватикана – одна из самых маленьких армий мира. Это подразделение отвечает за безопасность Папы Римского, а личный состав – исключительно швейцарские гвардейцы. На данный момент численность вооруженных сил Ватикана составляет 110 человек, что составляет 10% от всего населения страны. На службу принимаются только мужчины, швейцарцы от 19 до 30 лет. К тому же они должны быть исключительно католического вероисповедания. Они несут караул у входа в Ватикан, на всех этажах апостольского дворца, у покоев папы и государственного секретаря. Напишите в комментарии, какой вопрос для вас показался самым легким. А также не забывайте оценить это видео и поделиться с друзьями. До новых встреч!